О, замечательно. Так, доброго вечера, мои дорогие друзья. Середина недели, медиана. Как бы время движется вперед, это хорошо. Выходные близко. Осталось только набраться чуть-чуть терпения. А мы, в свою очередь, продолжаем ознакомливаться с Forgotten-City. Интригует, сюжет интригует. Что там дальше, мы сейчас узнаем. Надеюсь, мы даже чуть-чуть продвинемся по сюжету, а не просто будем таскаться от одного человека к другому, наслаждаясь беседами. Все-таки игра не только про это, она еще и как бы про расследование и про сюжет. Вот. По традиции, по просьбе разработчиков, указаны вот здесь справа, напоминаю, что здесь куча будет спойлеров, поэтому все, кто хочет ознакомиться самостоятельно, ребята, ознакомливайтесь самостоятельно. Ну, а мы похреначили тем, кому это не очень важно. Продолжить как бобыр. Ну, хорошо, продолжим как бобыр. Интересно, это как? Как продолжает бобыр, мне вот интересно. У меня вот персонаж зовут Бобыр. Как он продолжает? Как говорится, не важно, как он продолжает, важно, как он кончит. Я даже не помню, чего там у нас... мы, кажется, закончили один квест. Побочный, естественно. Нам нужно было добыть цветы для одного из жителей, которые росли очень удачно на высокой скале посреди озера, куда не добраться естественным путем вскарабкивания, потому что скалы скользкие и так далее и тому подобное. Единственный способ — это удачно спрыгнуть с тарзанки, или как эта штука называется, когда ты на ролике скатываешься по веревке вниз. Вот. После 10, наверное, безуспешных попыток все-таки мне удалось схватить этот цветочек. И, в общем-то, зазря я его отломил оттуда, потому что этот молодой человек, естественно, хотел этот цветок подарить своей возлюбленной, но его возлюбленная весталка, которой нельзя любить, там, встречаться и прочее, в общем, блюдут они целомудренность свою до жути. Вот. И он спросил меня совета, естественно, стоит ли. Я сказал, не стоит. Не кради, не обижай никого, не. Кто бы ни писал, то он не успел завершить начатое. Видимо, не пиши на стенах. Ох, ее. Так. Постоянно на меня смотрит. Ну, смотрите, смотрите. Иду в трущобки. Потому что... Эта вот женщина так стоит удачно. Мы же сейчас, получается... Мы еще не перезаряжали. Да, мы еще не перезаряжали день. Так что пока живем как живем. Галерий. Здорово. It's you again. Hope you're set now. All right. Ну вот ты мне ничего не расскажешь, ну и понятно. Исследовать надо окружающий мир, общаться. О, а что это сюда нельзя, интересно? Ну, почти везде можно, туда нельзя. Ну ладно. Возможно, кстати, я туда уже пытался попасть, но у меня просто ничего не получилось. Но в силу того, что память моя коротка... Да, я тебя слышу, не переживай. Аве. Ничего не изменилось, ты по-прежнему выдра и вонючая. Понятно, ты все еще считаешь меня варваром. Мне трудно сказать, что я варвар. Я же выгляжу, наверное, как среднестатистический человек. Закрытая дверь. Когда-нибудь я туда заберусь. Ва-ва-ва-ва-ва. Так, ладно, в цистерну нам не попасть, потому что в цистерне в данный момент какая-то непонятная живность обитает. И туда, скорее всего, нужно явиться уже с луком будет. Мне нужно в храм Аполлона. Вот. Потому что в храме Аполлона, во-первых, мне нужно встретиться... Слушай, давайте так и сделаем. Нет, нет, нет.
Лукреция, это понятно. Демократия в действии. Понять, как... А почему я тут... Ну ладно. Раздобыть лук, ящик Пандоры. Странно себя ведет. Все так себя странно ведут. Давай, может, к Лукреции сходим. Вот, храм Аполлона. Подожди, а это не тот... А, нет, подожди. Это не то. Вот он, храм Аполлона. Здесь где-то, скорее всего, находится сундук, который надо всковырнуть. Лукреция, здравствуйте, Лукреция. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called silphium, but that Culus cubulates decius won't give it to me. It's too late. She just slipped away. Быстро. She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally, I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but that'll be 1,000 denarii. There was no 1000. way I could afford that. Then Вот that сукин ты witch сын, а. laughs and says, supply and anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here, and now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to... I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been... I'm tired and out of my depth and miserable all... Подожди, если ты не врач, откуда ты знаешь, как делать противоядие? My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have divorced him and demanded the return of my dowry. But I knew he would soon, so I waited for the right time to take what was mine and disappear. And as he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious. I could barely see for the smoke. And the streets were full of people. The next Тоже thing I река, все remember, понятно. I was waking. It's all right. Say what you will about this place. At least my and while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. Oh, this shrine was in use as a clinic long before. A kind of strange to set up a clinic in, but the god who inflicts a curse is also the only god who can undo it. So I suppose. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician. But she was the closest thing we had down here. Until she suddenly lost all interest in us. One day this changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues. And then Я тоже умею разговаривать со статуями. Не хочу тебя, конечно, пугать, моя дорогая Лукреция, но я тоже разговариваю со статуями. We figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of so. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joint. I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get...
Really? That would be wonderful. Thank you. Let me know how you go. А. То есть я ключ не отдавал, просто мне нужно открыть сундук. А где он? Тут Аполлона. Большая каменная статуя Аполлона. Бога болезни и исцеления, помимо прочего. Надо же. May Apollo keep you safe. То есть Аполлон, он... Ну, ладно. Надо просто отойти. Вот он сундук. Итак, что здесь? Записки Неви о лечении. Ты смотри-ка. Метеоризм ревень. Записывайте, ребят. Метеоризм ревень, язва горячавка, прошу. Боли в животе лакрица, ревматизм кора ивы и нарывы алоэ. Ну, я и не сомневался, что от алоэ все помогает. Вот, держи. Вот тебе лечение от ревматизма. Feeling all right? Превосходно. Вот Oh, I тебе. see. Второй ивы. Willow back. I should have known. It was under my nose the whole time. That's very helpful. Thank you. Руфий. If this works, I have some right here. Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will avert disaster. Откуда ты знаешь, что его глотать надо? Возможно, это нужно сделать какой-нибудь настой, приложить к больному месту. Thank you. I'm Что думаешь о A city правиле? without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. But snakes быть- like Decius will always find loopholes to exploit. Греция. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't. А, Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but Совершенно there was не one нормально, я other тоже. person who claimed, but that was Nevia. Well, she used to run the clinic. Until это я and then уже she's been слышал о ней, one of my спасибо. patients. He's Продолжай. become so irritable. I just know. You Да, did? да. Will I have? Ты мне еще дала ивы? И много? Прикольно. Thank you. Может, так вечно, видимо, это... Такая Юлия. What do you want to know? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule and... Hemlock, I believe. Полиголов. Ага. I haven't Полиголов. seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas's villa, and they are quite secretive. Gladly. All right. Well, thanks again for helping remove the thorn from the lion's paw. The Это все упирается в этого Малеолиса, или как его там, Малониса. Малова. Знать бы еще, кто меня направит. Я, может, и тогда сходил бы к этому самому. Так, вот, Руфию отдать. Руфий. Подожди, а Руфий это не Антонио Бандерас этот? Неприятного вида. Был там какой-то один стражник, который уж очень... Да, это ты. Ну, здорово. Name's Gruffius. Я-то знаю, что тебе Business мать. is that of yours. Возможно, я знаю, как его вылечить. Вот, по щепотке коры ивы, и скоро пройдешься. And this will work? О, здорово, Володька. Thank Здорово, друже. God. Finally, some relief. This is what I've been in a lot of pain lately. О, внезапное душеизлияние. Cursed statues always watching. It was too much. Started messing with my head. I owe you. Да? Malleolus. Not sure I trust Sentius. Couldn't even protect his daughter in a city with... No. Ух ты ж, сучка. Fine. Окей.
За ним должок, стало быть, теперь я могу один голос в кого-нибудь кинуть. Что, ты опять меня прогонишь? Спасибо. Что ты нахер, никогда тебя не любил. Citizen. Дец, это ты продаешь, что ли? I'm Daisy. Terrible shame what happened to Yulia, but we just... Certainly. All I ask is a reasonable... Ладно. You have it. I mean... Отлично, теперь у меня есть сок Сильфии. Сильфия. По идее... Can I help you with any... По идее... Наверное, не стоит прямо сейчас отдавать этот сок нашей этой врачице. Я лучше, наверное, подожду перезапуска, а потом вместе с этим соком сразу ринусь к этой врачухе, чтобы дать и спасти Юлию по возможности. Давай, рассказывай, господи. I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Что ли? Mostly sculptures, vases, the occasional slave. Had myself a Понятно. nice little shop in Rome, just Мародерил. off the forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about Очень 7 жаль, months ago, действительно. half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, hoping to escape You. by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing for a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, Тоже вариант, конечно. "No, too heavy. The cart or the girl." So, Взял of course повозку. I chose the cart. I mean, I Кто бы can always сомневался. buy a new slave girl if I still have my money. So I put my hand on the car, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. Naturally, I dived in after it, hoping to salvage my fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. Ну понятно. Тоже опять в реку нырнул. Все ныряют в реку, а просыпаются в этом городе. Thank you, friend. But it turns out it might have been a stroke of good fortune, because look around you, there must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can... Самое забавное, я даже лица его до сих пор не увидел. Просто разговариваю с его замечательным затылком. Тебе. Я подумаю. Ладно. Пробуем вот этого Георгия, Гицунди, вот этого Гицатия, короче. Да я в курсе, что вам need my help. You, Tantalus, cannot catch the drops of water, and the tree you grasp at eludes you. Just as the... but it does... Так. You think you wish to know. It is better for you if you remain ignorant. Что, не открывать ящик Пандоры? Не буду. Больно надо. Так. Что еще можно поделать? Давайте посмотрим. Говорю, лечилку будем отдавать после возрождения. Я уже забрал. Выяснить, как заставить Малиола не участвовать. А можно ли вообще его заставить? Ну, пока непонятно. Раздобыть лук пока непонятно. Пока еще непонятно. Во дворец мы пока не попадем. Ага. Как пробраться в виллу Малиолиса? Ага.
То есть мне нужно поговорить с Малеволисом вот этим непонятно. Я вообще даже не знаю, где его дом. Я там еще ни разу не был. Мне надо как-то с ним поговорить. Куда дорога идет? Я, по-моему, дорогу знаю. Да, вот тут чувак загорает. Греется, да, здесь я уже все собрал. Так, ну пойдем поищем Малеволиса. Мы, кстати, с ним, по-моему, это чуть ли не единственный, с кем мы еще не поговорили. Что тут, как у вас дела? Ага! Что это вы тут вдвоем делаете, а? Я-то знаю, что вы тут делаете. Записка от Дули. Я этого не делал. Вот там меня ждет убийца. Я к убийце не хочу. Так, там меня ждет философ, который хочет, чтобы я с ним что-нибудь пообсуждал. Но, увы, я не готов к обсуждению. Так, что у нас здесь? Магаз, что ли? Сундук-то запертый. Писать список вещей, которые Детси хочет купить после побега. Давайте посмотрим. Вилла, колесница с двумя лошадьми, понятно, место в Сенате, 4-конная колесница. Зачем тебе столько колесниц? И опять вилла, колесница с 10 лошадь, 12 девушек-рабынь, светлокожих и пухленьких. Ну вот с 7-м пунктом, наверное, я соглашусь. А в остальном, нахера тебе столько, блядь, всего этого? Я так понимаю, он тут еще с статуями вместе проживает. Ну, в целом, все, да, это очевидное решение, когда ты видишь такое количество золота. Это что такое? Ты прячешь? А, ты прячешься. Пока нет. Жду. Любви, ласки. Одежд. Буханка хлеба. Я могу взять буханку хлеба. Ну что ж, хорошо. Я наберу хлеба. 2 буханки. Я не знаю зачем пока еще, но я возьму. Римский рецепт хлеба. О, кстати, я думаю, это очень точный рецепт. Можно почитать. Я как раз любитель кулинар, как бы. Щепотка дрожжей, соли, 2,5 стакана теплой воды, 450 грамм муки. То есть мука, соль, вода и дрожжи. Двинуто. Просто и в то же время хорошо. Может, я смогу предложить убийце хлеба, и он такой скажет: блин, слушай, действительно, зачем мне убивать кого-то, если я могу поесть хлеба? Пятная запертая дверь. Ладно. Ты кто? А, я помню тебя. Ера. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus, and never have I seen anyone dressed quite like you. Пока не существует. And now you have me more intrigued than before. But since it appears you do not wish to share, we will have much time here to get to know one another. But for now, мне что пригодится. My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forum. Tailor. You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule and so few customers, why bother? I'll tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the important. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normal.
Что ж, да, соглашусь. And there is enough if we all end up as golden statues for future generations to marvel at. I don't know about you, but I would like to look my best. Ты мне нравишься. Действительно, в общем-то, логично. A good question. A very good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember. I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of... I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over a few select friends, and we began making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then, when I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. Indeed, I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. О, он достаточно это подробно помнит. Что думаешь о Золотом правиле? Yes. The many shall suffer for the sins of the one. Have you not? When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades. Instead, she changed the climate of Earth so that it became hot and innocent people died by the tens of thousands until at last the other gods were. So yes, we know this rule. This has always been the case. The Golden Rule has merely brought it into focus. If we are to survive, I say we must each keep the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7th century. Avoid doing what you would blame up. Согласен. Hasn't it? But it is not enough for us to do this alone. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single self. Ah, the voice. But on a lighter. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make Никогда не унывающий, позитивный человек, уже не молодой. В целом приятный. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malone. I do Ладно. not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Понятно. Nothing comes to my mind, my friend. I hope that Понятно, тут надо Малеолиса как-то сдвинуть. Ну, в твоей квартире я, наверное, ничего особо шарить не буду. Так, ты кто? Make sure you stay away from that empty shrine. It's going to collapse at any moment. Да. A new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. You arrived on a sad day, friend. What with Julia's death? Немец, что ли? I wish we could have met under better circumstances. Ага, то есть ты друг Юлии. Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose. Help out with repairs and try to stop old buildings from But you probably don't want to hear about the ingenious. Что-то храм на обрыве. Temple? This one's a bit given the way it's positioned so prominently, looking down on us. It's clear that whoever built it, unfortunately, someone else went out. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god, there's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian, and of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains it, so we're all left wondering,
which god is that temple dedicated? Unless somebody figures out a way inside. Ну давай про архитектуру расскажи. My favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of they're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake and allows us to fish and farm. Hey, not so loud. Just talking about that, I'm not saying it's impossible. But you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be... Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years, but there's one thing that puzzles me. The old... I'm not sure. It could mean that the Romans who first started building here, or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans who really built this place. And if only there was a way we could talk to... Of course. Про город мы уже поговорили. Что думаешь о Золотом правиле? The work of a god. But I'm not so sure. It just... I mean... Once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to... Which means one of two things. Either you don't know the difference between right and I'm pretty sure I know the... Good. Then I hope you'll agree that there are only two ways of dealing with unfair rulers. The first is to leave. The second is to remove the ruler from power. And I'm glad. It's best if I say no more, but... Как можно лишить действительно бога силы? Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed my openness didn't go down well among the enlightened. Nice of you to say, but not necessary. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to... Or at least, I thought that was the case. It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. Ого, и тут загадка. It's probably one of those cultists. Strange bunch. They insist there's only one god, and that he considers my... If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last... All I know is, if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and... Really? Who is it? Ну да. Находил. You went snooping in his place? That was risky. We're lucky you didn't cross any lines. Have you spoken to him about it? I would talk to him myself. But I think that would just inflame the situation. It's probably best if you do it, if you don't mind. Well, Почему бы нет? Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague,
My vote isn't for sale. Nice to... Понятно. Вы все у меня, сука, будете в долгах. А потом я просто... Прикольно. Кочегарная лопата из бронзы. Пахнет золой. Так, подождите. Руфий сказал, что он там в вере что-то у него пошатнулось. Может, он тоже это... Любитель. Я в курсе, что вам need my help. О, кстати, висталочка. Здравствуй. Я тут поспрашал. Ave again. Did you find... О, And did you notice anything? A pattern? Yes. I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? правда в памяти. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. What else? Yes, I also had such an encounter. It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through. Let me ask you this. Did you happen to encounter a stranger in the forest before you arrived here? And did you happen to catch her name? А, нет, конечно. And was this stranger by any chance wearing a hood? Because I've seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. You look well, my sartorial friend. What? How could you know that? And why are you talking to me instead of doing something about it? Please, go and... Оружие, что я могу сделать? Once we're no longer in danger. Почему ты, говорит, не решаешь проблему? Ну, наверное, потому что это профессиональный убийца, а я просто человек, который ничего не может под своими руками-то особо сделать. Нормально такая, наехала еще. Мол, слышь, проблему решил. Что пишет? Чтобы выжить, мы не должны быть добрыми. Мы все должны быть мудрыми. Мы все должны быть послушными. Мы все должны быть. Быть? Хорошо, меня кто-то направит. Верю. О, нифига. Это же этот Сизиф. А почему здесь Сизиф? Сизиф, ты что тут делаешь? Сизиф, хер дотащишь. Лягушки. Так, это дырочка. Ага. Да ща, погоди, разберемся. Придумайте изобретательный способ. Да не игнор, я понял. Ну, просто не знаю, подсказывать мне не надо, если ты об этом. Ну ты же не сказала как. Ну можно и можно. Прыгай. Блять. Сука, очень уж, конечно, меня это соблазняет. Джампнуть. Вот хочу попробовать. Говорит, джамп. Прыжок веры. Окей. Воу. Это вилла мама. Это еще что за нахер? А кто это? Погоди, это человек.
есть у тебя тут утонувший какой-то мужик, а ты стоишь тут, сука, репетируешь предвыборную речь. Гёш, ну давай поговорим с ним, что ли. Ключ. Отлично, теперь у меня есть ключ от твоей виллы. Ходите все, кому не лень, короче, все. Пошаримся по округе, посмотрим, что у него вообще есть. Извините, что я врываюсь, но у меня вариантов не было особо. Варианты вот. Не, я хочу попробовать пока сам, ну пока еще есть куда двигаться. А когда в тупик залезу, тогда да, я думаю, мне потребуется что-нибудь, какая-нибудь помощь. То есть просто пока еще есть куда. Поговорим? Да, я тебя не понял. My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. У тебя брак такой, прикольный у тебя брак. I think a better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I am receiving strange men in private. А, что уже... Не, это я понял, что я уже могу идти. А, ну я просто в обратном порядке читаю подсказки, поэтому... Я сначала прочитал «можешь идти», а потом «надо подсказать». Я такой, ну я понял, что можно идти, но подсказывать мне не надо, все, спасибо. Ладно, короче. Это жена твоя, да? Малявый потрендим, наверное. Сейчас только надо еще убедиться, что никаких документов у него тут не валяется. Откуда я бы мог какие-то полезные информации высосать. Печь. Ну что ж, они весьма заботливые. Что тут сказать? На дне лежит человек. Почему только меня? Это без... Записка от Юлии? А, подожди, записка от Юлии. Оу. Не, Юлия это та, кто погибла от яда. Вот, собственно говоря, видимо, пузырек с этим ядом. А она, получается, в долговой этой находится. Так, давай. Уже несколько, по-моему, долговиков было, я помню. С конца начнем. Юлия. Долговой казначей. То есть она отвечала за долговиков. Баш, рыбак. Долговой раб Ульпий. Плебей. Вот там, наверное, на дне Ульпий валяется. Хотя, может, и не валяется. Так. Записка... А, вот Ульпий. От Ульпия к пропавший возлюбленный. Да хранит тебя Бог. Знай, я держался столько, сколько мог. Но без тебя может бессмысленно. Надеюсь лишь на то, что мы встретимся вновь в Эдеме. О, ё-моё. Ну да, скорее всего, это лежит Ульпий. Но он, типа, самоосознанно туда. Эй! Выборы начинаются! В смысле выборы начинаются? Я ничего не успел. Твою правую. Ну ладно, сейчас Малеониса этого выберут. Что делать? Пойду, наверное, тогда по бырику к убийце сбегаю.
Не слышу я тебя, отвали. Ну чё? Подходи, друг. У меня есть хлеб. Хочешь, поделюсь? Да, Тиберий, Квинтиций, Пипиций. Любите. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Curse you, cultist. Император Нерон приказал казнить сектанта по имени Квинкций. Здоровые глаза разного цвета. Фух. Ладно, потом, если что, 1 динарий. Я найду Квинкция обязательно. Куда ж мы денемся? Вот это разрулили, я понимаю. Он там избирается активно. Где там? А, вот. Давай послушаем, что он там. Because the tyrant Sentius told you it was forbidden. For my first act as magistrate, I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. Миф? The Golden Rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. What? I have committed no crimes. This is madness. His sentence: to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius. Here and now. Прикольно. Entertainment. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait, I exercise my right as a Vestal priestess to pardon him. I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies. It is time the Golden Rule was exposed to what it is. A children's fable, exploited by a treacherous Так. fear in all of us. Малиолам надо что-то делать. They've been planning this all along. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. What The many shall suffer for the sins Впрочем. of the one. Я не удивлен. А, нормально все. Я не умер, я упал и не умер. Звуки перегрузки. Так. Как много дел, которые нужно успеть сделать. Я раненый. Итог еще растет. Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with the...
Ты срочно кое-что уладил. Это типа сократить. Ну ладно, тогда давай Фаби. Можно еще и Руфию сказать, типа, вали. То есть чтобы потом, чтобы не повторяться. Цветок-то есть, кстати. Все можно собрать, еще раз дать этому чудику, сказать, на, держи цветок. Аврелия. Давай поговорим, Аврелия. Нет, давай потом. Сначала мне нужно добежать, попробовать спасти Юльку. Тантал, все вот эти вот. Все они, короче, да, все. Так. Надо еще мне... Так, подожди. О, это кто, что-то хер? Еций? Он лук хочет. Дашку не подвинул. Что типа это? Понял. Сейчас подвину тогда. And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly one or two of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life which has to be stopped. And yet, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, with the ability to transmute organic matter into gold. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch, and even if we were to split all those riches between the two parties. Look, I might have skimmed over that one, but don't be so pedantic. Are you interested? Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first, tell me, are you... Не особо. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you are. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess. And would you like to guess? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without... Oh, gods, no! If you tried that, we'd all be dead with it. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exact, but make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Because the gods would see you, of course. Hence my proposal. I'm more of an ideas man, whereas you're obviously the more... When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all men. So, are you in? Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can... This is a quality weapon. Теперь у меня есть позолоченный лук. Лук красивый. Забираю. Я вот как дойду, так дойду. Не дави на меня. Так, что там? Камеру, хлебальник мы подвинуть. Так, а куда мне его подвинуть-то, блин?
Ой, я подвину его налево подвину. Так лучше? Надеюсь, будет. Так. Пишет всякое. Так, тут в храме... Я чё, могу бесконечно собирать с него луки? Ну, давай возьмем обычный лук тоже, чё нет-то? Да, окей, еще одну, еще один динарий и так далее. И так далее. Дальше. Мне нужна весталка, чтобы обсудить некоторые личные вопросы. Я бы очень... Так, где он там? Нет, это грешник. Поклонник. На тайный поклонник вроде выполненные задания, но он все еще не выполненный. На. Я не выполнил? Че, я не выполнил? Ну ладно. Так. Мне нужно еще в храм Аполлона зайти. Здорово. Женщина умирает. На. Hopefully in a moment. That was extraordinary. How did you know she needed this? But how could you know she needed this exact medicine? And how did you... You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to... And maybe she can tell us who poisoned her. In the meantime, I'm... Так, все пока. Thanks again for saving. По-моему, она не рада, что я ее немножко оживил. Что мне по предметам? У меня есть... Подожди, у меня есть гусиные яйца. Зачем? Ну ладно, у меня есть гусиные яйца. Окей. На этом пока остановимся. И свои, наверное, тоже, да. Да, вот он, красивый цветок. Ой, так, там отжимается хер. Распрыжка есть, что ли, или мне кажется? Что-то похожее на распрыжку имеется. Так, я хочу поговорить с тавернщицей, чтобы она перестала ко мне обращаться как к говну. Для этого мне надо сюда. Чуть не раздолбался. Всем привет, всем здорово. Здравствуйте. У вас тут сценка небольшая разыгрывается. Потерь будет бдителен. You're here. I'm so glad. And I hope I'm not being too... You're not like any Roman man I've ever seen. Oh, I see. You prefer the company of men. Maybe you should go and make friends. I take back what I... Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. So, what brings you to my tavern? Погоди, все, получается, в курсе, что Вергилий того? Ладно.
Ты, блин, еще раз прокекался. Что еще? Что еще? Что еще? Так. Ну, короче, кого увижу, с тем поговорю. А, подожди. Надо же это еще отчитаться. Которая сейчас сидит в пекарне. Вон она. Что, типа, все в порядке, убийцы нет. А, уже не сказать. Ну ладно. My pa had just arranged a husband for me, a fisherman's son. I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. In the end, they decided after about a day in a carriage on the Appian Way. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep, because when I opened them again, I was in a fog. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. God say I bless. Anyway, I went searching for help. Oh yeah, I suppose you're right. Hadn't really thought about it. Согласен. Oh, I try not to worry. Thanks. And I like your teeth. They're so white. And your clothes. And I'm sure he'd love to chatter about the golden rule. He'll be just across the forum. All right. Wonder how much one of these statues. Обязательно, детцы. Да. Так. Это одежный. Руфи. Здорово, Руфи. Name's Rufius. No idea what you're... Look, I haven't been at my best. О, я же говорил, наверное, из-за этой просто. I know that. It's the rheumatism. It starts with constant pain in all your joints. Then the pain starts to mess with your head. Ты просто нашел кого-то, на ком можно свою злость сбрасывать. Ишь ты, блин. I know that's not an excuse for how I acted. But it's the truth. But with the willow bark, I'm already starting to... I'll leave it Да ладно. from now on. It's not as if I'm going to go and clean up the graffiti. Just... Не вопрос. Оу, Вергилий. Джол. Ah, a new face. Salve. And Да, welcome. новое I лицо. have you to thank for saving Julia's life. I'm glad you arrived when you did. What demon or spirit told you about that? Руфи мне сказал. Have you... Really? How did you manage that? Так не, я сейчас перезапускался, поэтому я новое лицо. Poor fellow. I've heard that can really mess with a person's head. Well done for... Really? That's promising. Nice to talk to you. Супер. Это... Пекатор. Грешник. Какой этот раз? Ну да, это получается как бы третий виток идет. Привет. Пошли в баню. A new face. Are they? Interesting. I'm not sure why you're telling me. But... Yes, what else? Сказать, да никаких. Let me ask you this. Да. Нет. В капюшоне. But don't follow too closely. We can't have people thinking we're bathing together.
Хорошо, больно надо. Можно просто нажать Е, и мы будем бежать за проводником. Первый раз я сбился, получается, я пришел к убийце, и он меня застрелил. Это нарушение законов, и за это все превратились в золото. Я перезапустился. Там чуть подольше я просуществовал, и по факту там просто выборы состоялись. И новый дядька, который стал магистром, вот объявил всем, что золотого правила не существует, и давайте все устраивать веселые оргии и убийства. Вот. А так как золотое правило существует, естественно, все опять превратились в золото. Мне пришлось перезапускаться. Это вот сейчас вот третья итерация. Нихера себе тут банечка. Я скупанулся. А почему мы в баню идем обсуждать что-то? Объясни мне, пожалуйста, Висталка. Нет более, блин, подходящих мест. Ну давай. You were asking how I knew the young woman you met by the river was wearing a hood. Here, look down at the bottom of the baths. It's a little hard to make out in this light. Ты меня сейчас столкнешь в воду. Не, подожди. But do you see it? Somebody waking up by a river in a forest to find a hooded figure with a coin. It's just as you described it. Only, I think I know who that stranger is. Charon. Я так и подумал, Харон. Charon, who in exchange for the right coin helps the souls of the newly deceased cross Монета одна. the river that separates the land of the living from the land of the dead. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, but all I found was some loose change. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. I'm so sorry, my friend. I'm so sorry. Аж мы мертвы, тогда все понятно. Ну ладно, может не мертвы, ну в подземном мире, да. It's all starting to make sense. All these people whose last memory was running from the fires toward the river. It seems none of them escaped with their lives after all. Perhaps we should be grateful they don't remember their final moments. It also tells us that the Golden Rule is the work of Pluto, the god of the underworld, and why his epithet has always been Father of Riches. I know it's a lot to take in, and you look as if you have questions, so I'll try to answer them if I can. У нас появилась суть золотого правила. Это значит, что мы теперь можем спуститься под землю к тому говорителю непонятному, вот, который там пофилософствовать перед смертью хочет. In the old stories, but it was also possible for the living to reach it without dying if... Oh, I'm sorry. I keep forgetting you're not from here. If you were Roman, or each of them is slightly different. Whether the storyteller was Plato, Homer, but they always involved the souls of the dead, meeting a grim ferryman. It was said that he'd help the new arrival cross, only if they could pay him. That's why it was once our custom to bury our loved ones with a coin in their mouths. Charon's obol, we called it. Of course, an obol. А разве не на глаза две монеты кладутся? Или это типа греческая традиция? To be fair, the ferryman isn't exactly as the poets described. And he, she... You say you saw and I once heard Kabash mention a stranger in a ram headdress named Kerti. And Rufius described meeting a stranger named Kumut Tabal wearing an eagle headdress. But whatever form this stranger took, they were always wearing a hood of some sort. And their name always began with a K sound. I suspect the only way you'll solve this riddle is if... Good question. Let's see. In the stories, Charon would... But that never made any sense to me. What does an ancient immortal... In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or she merely checked we had one in our possession. So,
Maybe there's something special about the coins each of us had on us. That might explain why we wound up here, but so many others did not. No. I mean, I had my suspicions, especially after Livia's ramblings, but I would never have Да, ты покойник, Гарри. Да-да-да. Now that we know where we are, we have to figure out what to do about it. If we don't want to be cast, we don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Orpheus, a Thracian poet. Sisyphus, a king of Ephyra. And Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, so it seems you have 2 options. To confront the god of the underworld head-on, or fight... It's a reasonable question, but the problem is, this place is fairly well designed to keep... And even if you could build a ladder big enough, just trying it would break the golden rule. We know that, thanks to the... All Romans try to avoid saying it, and the reason is quite... You may refer to him as Pluto, if you wish, but you'll only be calling attention to yourself. Okay. Shh! It's everyone, so... That option would be the boldest, but also the only way to learn the truth about... As I said, Hercules managed to overpower the god of the underworld, but he was a demi... Ну да. I'll admit, you do seem different to anyone I've ever met. And even that lamp... So, if you want to confront him, who knows? Perhaps your name will be uttered in the same sentence, but first, you'd need an audience with you-know-who, and for that, you'll need to enter the great temple overlooked. The problem is, the door has been sealed shut for as long as I've lived here. I suspect the answer lies in the desecrated obelisk in front of it. I'm not sure if you noticed, but there are 4... It looks as though somebody, or a series of somebodies, forcibly removed them. If you could recover and replace all 4 of those missing plaques... It's the towering stone monument with 4 sides and a pyramid-shaped head that's... You'll find them all over Rome. But of course they were looted from Egypt many years ago. It seems one of them made it... However, this one is unusual in that each of the 4 sides is decorated in... That means you'll need to recover 4 different plaques. Roman... Я бобыр покойник из будущего, ну да. Good question. To answer that, we first need to ask who would have defaced the obelisk in the first place. It would have had the god's name engraved into it, so it may be that whoever desecrated it wanted that name to be forgotten. And there's only one group of people I know of who might... There's a cult in Rome. Понятно. There is only one true... They've been known to start fires, as well as... If I were you, I'd go looking for them. Of course, they've all been in... But I did hear a rumor they have a secret shrine somewhere in the city. Perhaps. Okay. I don't know. But perhaps you should begin your search with the local Greek fellow, Georgius. His... Okay. Perhaps Kabash, our Egyptian resident, would be able to tell us. Unfortunately, he But I did hear Aurelia is peddling rumors about him at the tavern. So, perhaps you could talk to her. I'm afraid you're on your own with that one. But perhaps... Ну да. Аврелию я про Хабаша не смогу спросить, потому что она уже мне закрыла путь для разговоров. Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape, and Aeneas was guided. The problem is,
Those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king, and a brawler about their own heroic deeds, so they should be taken with a grain of salt. First, Proserpina. What we do know about her is, it's said, the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her into marriage. It is. The gods are a mirror image of mankind. If the stories are true, I imagine she's as desperate to escape as we are. If she really did help all... The problem is, how do we communicate with... Leaving that aside for a moment, there is also the Truly? And you're only bringing this up now? Then again, Ты не спрашивала. suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Can you tell me more? Is it the same voice? What kinds of... Fascinating. Perhaps she is a benevolent spirit. If she has indeed been abducted, it would make sense. Tell me, has she told you anything that might lead you to... Oh, I see. Well, let me know if you hear anything that might be a thread. Ладно. I would suggest not discussing this with anyone. As for Livia, it seems she's been shouldering the weight of this terrible secret all this time. Perhaps it would comfort her to know she's not alone. In any case, time is of the essence. May Fortuna guide you. Although you may not need... Кстати, да, я захлебнусь нафиг. О, нифига мне вывалили информации. Много. Есть над чем подумать, наверное, было бы. Плыви против течения. О, хорошо. Вообще не вопрос. Твоим драным луком. Пойдем с Ливией пообщаемся. И в комнате этого мужчины еще поковыряемся маленько. Да тупую-то. О, а что за святилище? Вот оно чё. Это святилище Иисуса Христа. То вот буквально в прошлом стриме мне там сообщили, что рыба. Любите врагов ваших и молитесь за тех, кто вас преследует, чтобы тебя львы съели, сектант. Да, в принципе, все. Там, возможно, где-то сектант и сидит, а может быть и не там сидит. Случайно просто шел мимо и нашел, надо же. Много чего в этой жизни делается совершенно случайно. У нас что? А, тут просто... Еще один сосуд с вином. Ну что ж, ладно. Так вот раза в 10 перерождишься и несколько баррелей вина будешь иметь при себе. Это еще что такое? Твой дед бесплотный, там и бескостные бледные тени. Ливия. Откровенные, почти поэтические бредни Ливии. Вместо зловещим зовется Сити свое. Лежал на трое растерзания, на 9 пашин растянут он был, а ты не заход. Да, поболтаю с ней обязательно. Какая-то задница ночует.
Привет. Привет. 49 melodies fetch again, with ins just as the ocean, except that it does not notice. Say it. Speak its name. Вампир? Скажи это вслух. Прогласися. Then it is true. I was right. I thought I saw it, but when the rest of them could not, I kept thinking I must have gone in. I had to tell myself it was true over and over again, until I wasn't sure if I was deceiving myself. I must apologize if my words seemed cryptic. I'd found comfort in reciting the Metamorphoses by our great poet Ovid. He gives such an uncanny description of this place. I cannot help but wonder if he had... I will do my best. There is a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the sluggish Styx exhales vapor, and by that way, the shadows of the newly dead. The wide, thorny waste is cold and pallid, and the newly arrived shades are ignorant of the road that leads to the... As the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls, and is never too small for any populace. There the bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, others follow their trades, imitating their previous lives. And I hope I have done it, and now we share a secret. It's as if you've lifted a great burden from my shoulders. И отдохни. Ты не отдыхаешь, ты продолжаешь стоять. Так, мне нужен... Галерии нет. Галерии живи. Где там этот чудик-то? Вергилий. Не, Вергилий, ладно. Вергилий тут живет. Эй, где этот Бартуха, Батруха, как его там звать-то, господи? А, это комната этого Бубы, этого Дуды, Габуды. Я не помню, как его зовут. Невия. Ну, я уже брал. Ладно, возьмем еще раз. Дуля, да, Дуля, точно, Дулин. Тут Ливия, не, Ливия, ты отдыхай. Мне нужен этот Харбин, этот, как его там звать-то? Не, Лукреция. А, блин, я зашел к Лукреции, мне теперь капец. Кстати, кто такая Лукреция? Я не помню уже. Ладно, не важно. Мне нужен этот... А, доктор. Руфи. Руфи это Руфи. Руфи мне... Где живет этот... О, Хабаш, точно, Хабаш. Так, и чё? Это то, что я и должен был, да, найти? Просто я уже... Резной лев. Египтянин. Будто я египтянин. Да, я с Малевичем еще не потрещал. Точно. Я еще не потрещал с Малевичем. Ну, пойду, наверное, Малевича терзать. Ты че, он как жопа. Но сначала... Дух был, хочу денег собрать чуть-чуть. Так, как раз сейчас еще ему хату открыли. Что этому? Я только не помню, где этот пес живет. А, вон наверху же, наверное. Сейчас мы ткнем в него пальчиком и скажем: слышь! Ты как, Юлька? Ей плохо. Зачем откачали? It's you. Was there something you wanted? As much as I'm grateful that you tried to help me, it's just not safe for me to talk about it. Please. Thank you.
You mean our father found good husbands for my sisters, but I wasn't cut out. It was a good life for a while, until we must have had 100 workers passing buckets of water, but they fell on deaf ears. The fire was relentless. My employer told me to grab what valuables I could and flee. I remember diving into the river and then... Thank you, but to be honest, sometimes I think dying in that fire... I can... All right. I'd been here about a week when it dawned on me I'd be trapped here for... So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000. She was supposed to be my friend. I told her it would take me, so she suggested I take out a loan from Malleolus. Ах ты, вот. I had to sign an agreement saying I'd work off the debt over 30 years. But I paid Aurelia, and she gave me her soap hemlock. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Then she just looked at me with those cruel... She immediately told Malleolus I'd tried to escape without paying him back. Only, in fact, he just thanked her. And that's what I said to the man. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my... I thought about resisting too. But Malleolus said if I didn't he locked me in his villa, confiscated everything I owned as collateral, and made me wear his wife Claudia was just as bad. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours. Only for her, those two took everything from me. My hemlock. I just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met. And when I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. Only this time, I won't be able to lull myself to sleep at night with the thought of a permanence. Honestly, it would have... I doubt it. It seems, at least until someone breaks the golden rule. Huh. Maybe it wouldn't be so bad. A lot. But it doesn't matter. I made a suicide pact with Ulpius last night. Ну, Ульпий был более успешен. Malleolus and Aurelia set the same trap for him. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with my... I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are, or why you seem so determined. Понятно. Ну мне пока еще... О, я еще типа даже могу попытаться успеть. Долговые расписки. А, вон он стоит, действительно думает. То есть я просто пришел поздно. Все, я понял. Стой, друг, не делай то, о чем я потом буду жалеть. Смотри на меня, я в красивых сапогах, хочешь, тебя отдам. Ну, кстати, Сизиф как раз тот самый, о котором рассказывали. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? Я тебя вообще ни разу не видел.
All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know... I can't believe this is how it ends. Oh, no. No. No, 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 no. Orpheus, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life? I know things are hard for you right now. They're hard for all... Please just think this through. If you do this, it could be this... I'm sorry, but I just... Please, I'll help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Удачи с этим я пойду. Thank you. And please, choose your words carefully. Ой, вот это прям... Let me guess. You're going to lecture me on how suicide is a crime against the Empire. You're not going to trick me. I'm no Like what? I'm stuck slaving away for that culus cumulatis for the rest... You're just saying that to bite. You must think I'm an idiot. I'm out. Блин. Scintilla, my love. I'm sorry. Orpheus, no! Я не успел его спросить. I can't believe he went through with it. Oh, Lord. That was not your fault. There's no way you could have given him what he wanted, moments after you arrived. I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's obvious, and I'd best pray for poor Ulpius. Так это получается, он своим падением там бассейн этот намутил. Ну, здорово. Мальвелонус этот. Leap into my villa from the balcony 100 feet above? That was either extremely reckless or impressively clever. Well, why have you risked life and limb to see me? Его! Винкс, это ты? И... Ах ты, сука! Что мне еще тебе сказать? Вообще, какая встреча, блядь, греча. Чё, охуел? Я тоже охуел. Приказ. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alex, Ой, давай, говори. The way the gods have chosen to mark an... Well, I am not suffering from any delusions. Unlikely, because it simply isn't. Are you insane? Why would I withdraw from... Don't talk nonsense. There's no such... How could... Всех твоих секретов. Давай надомиться насрем. This is nonsense. I don't know how you know about my plans, but I'm absolutely sure Sentius is in... And now, I'm going to enjoy watching him... Now, get out of here! Ладно, не самый успешный разговор. Так. Какие варианты действия? Надо добраться до его комнаты. В идеале
И найти там ключ от святилища его вот этого вонючего. Вот. Пробраться туда и, возможно, там. Тут, тут, кстати, ни хера и нету больше, на самом деле. Ну да, остается только с женой поболтать. Ну, здравствуйте. I'm not supposed to be in here. Talk. An intriguing. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. You know, I may have the some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Roman. I confronted him about it, and I let it go, eventually, and yet, but... To withdraw. Listen, I may not be Penelope to his Ulysses. You must think me quite mad. Demetrius! Ладно, ничего страшного. То есть ей норм, да, от того, что типа все вот так происходит. Лишь бы магистратом стал. Ладно, 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 ладно. Ладно. Да тут вообще хер его поймешь, какие там у кого... Да, я собираюсь лезть в цистерну, задолбал. Ты молодец, я вот, видишь, не прошел. Почему? Мне просто было интересно проверить, завалить эту тварь с лучка. Будет что-нибудь или нет? Пяу. Завалили. Стрелы жалко. Ага, вот выход на верхнюю эту, но я слишком жирный. Скелеты из лука — это прям очень классика. Очень классика. Очень-очень-очень классика. Где наш там кто-то был, короче, бедолага? О, нормально, монеточки. Лунная подвесочка. В обратной стороне надпись на латыни, которая гласит «Сен Диадев». Я это забрал, я не знаю, что это, но... А что ты там наверху высматриваешь? Возможно, там что-то есть. Не, подожди, что за Сен Диадев? Просто лунная подвеска. Лунная подвеска. Подвеска лунная. Лунная подвеска. Подвеска лунная. Кстати, 7 стрел просто вот нифига дали. Ну вот, собственно говоря, вот это надо уметь бегать по траве. Бег по острию ножа, холодная душа. Я не спеша ногами. Это что? Колодец? Да, тут колодец. Что еще здесь есть интересного? И где вообще этот пропащий друг, о котором мне все так много рассказывали, что тут, мол, типа обитает один. Где там обитал. И главное, много дали. Ага.
Кошель, колчан. Так, тут понятно, его завалило, типа, да? Мы туда сейчас, к сожалению, не попадем. Ну ладно, окей. Неужели этот дружи, который сюда спускался, отправился куда-то глубже? Чтобы отправиться глубже, тут надо уметь бегать по тине. Занырнешь, да? О, занырнешь. А что тут на дне? Ё-моё, фонарь включи, не вижу ни хрена. О, фонарь включил. Это просто дно, на котором статуи лежат. Окей. Да, вон она, верхняя это. Верхняя цистерна та самая, куда мне надо будет попасть. Но это все потом, видимо, все еще потом. Так, ну ладушки, чё? Ленивуса этого, это... Да, закрой глаза рукой и бегай со мной. Да, совершенно верно. Именно это я и вспоминал. Ну чё, вернулся я, Домиций, блин. What now? Whatever. Just remember, I'll be watching. Задание ДЦ. Что там за задание-то было? С лучком, да, с лучком. Точно. Во. Лучше дело. Давайте сделаем что-нибудь с лучком. Пока еще выборы не кончились. Великий храм просто, боже мой. Так. Говорят, мне сначала надо затушить там всякое. Оба. Оба. Все затушил. Хранится. Ну, ладно, хорошо. Сейчас сохранюсь там. Что-то. Вот, сука, я шершней ненавижу. Вот твою... Вот... Вообще... Так, и чё мне? А, вот золотой лук. А, я заменил и зажег сразу. Подожди, я заменил, да? Типа, да, я заменил. Что тут делают вот эти вот непонятные гребаные шершни? Я хочу... Можно их сбить? Дай-ка угадаю, он сейчас меня кинет. Ах ты, черт! No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches, it's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical... Oh, I do love it. You're just gonna have to take your chances with the bow now. And don't even think about giving me the fake one. I would reconsider my position quickly if I were you, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather you know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man. Let's find out.
Валить. Золотой лук юзать? А, ну я поюзал, все. В порядке. Ну, я так понимаю, можно было, в принципе, отдать ему лук и не париться, да? Хотя мне только золотой остался, что ли? А, не, вроде вот деревянный есть, слава богу. Или ты не пробовала? А, ну ладно, окей. Куча динариев. О. Как эта жопа работает. Я разгадал. А, его съедали, да? Да, нормально. О, я в этой, в гребаной вот этой, понятно, все, я где надо. I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me, a rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and, disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that, even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living. Кажется, я куда-то прям сюжетно ускакал. That my heart broke. Пиу. Потом предстать перед Децием просто О, или разбиться нахер. Ладно, я еще не разбился, слава богу. Ну-ка, держись, ты чё? Да, паркур, да, далеко не всегда мое. В редких только случаях. Причем тут паркур? Я просто взял с края, блин, этот сорвался. А где я оказался? Это за, мать твою, место? О, дворец. Классно, я во дворце. Подожди, Невия, ё-моё. 10 стрел, окей. Это в дворце же вроде Невия там что-то... О, братишка какой-то.
Бум. Почему они такие полусгнилые? И почему меня даже за это не карают? Почему в руку-то? Говорит, спасибо. Тут довольно сложно умереть, я вам скажу. Потому что, походу, каждый этот по-разному умирает. Голову стрелять, ну да. Прям за стрелы переживаешь. У тебя они кончились, что ли, это самый ответственный момент? Ага. То прям ты за деньги сильно переживала. Так, ну это не перерубить, да, не переломать. Значит, все правильно шел. Да, понятное дело, ну, всегда можно пару раз переродиться и собрать с сундуков маленько денег. Сюжетно нужны, ну ясно. Хорошо, понял. Ну я вроде пока ошибкой не разбрасываюсь. Стрелочки, стрелы. Что за дворец, мне вот интересно. Как здесь быть не должно? Где хочу, там и лазю. Внизу, говорит. Да понятное дело, что не наверху. Наверх-то мы, наверное, сейчас не попадем. Но поискать округу на наличие всяких сундучей, это очень, я думаю, полезно. А вот сейчас вот отлично паркурилось. Ну ладно. А чё тут? Больше никаких сундуков даже нету. Жать всем. Да, двойной пинок можно промутить. Камбуха такая. Где? Ладно, знаю я, где это внизу. Все нормально. Ну, внизу так внизу. Что-то. Далее. Не переживайте. Мне нравится, как он ногой дергает. Сразу канкан вспоминается. Идем дальше. Будьте здоровы. Немножко стрел. Я не успел. А, нет, успел. Будешь что-то шариться. Так, я знаю, там точно колчан лежит. О, куда прыгаешь? Стой на месте. Да, занесло меня, занесло, конечно. Я не успел, да, взять? Блин, я братишкой... Братишка, можно тобой воспользоваться? Нет, там нечему, да, превращаться в золото, увы. Как бы мне туда запрыгнуть-то? А, все, я взял. Я взял!
Можно было просто на самом деле прыгнуть и подтянуться. Ну да, я дуракилка. Да чё ты руку свою подставляешь? Зачем? Я сделаю... А, чтобы выше был этот... Подскок выше был. Как вас много. И чё? Да они сундук охраняют. Так, давайте. Бам-башка. Бам... Эй, слышь! Бам-башка. Башка. И... Ага, ага, ага. Полезно. Что тут еще? Так, это сюда. И вот сюда, потом нет, вот сюда. Ну да, есть что-то. Что-то есть. Не, механика озолочения, это... Оба бага. Что за бага? Что за слив, твою мать? Мы что, в плацкарте едем? Не могли, блин, в текстуре дырку закрыть. Пожалуйста. Да, кстати, мне до сих пор не пригодился хлеб, который я тут имею. Бежал. Кошель с деньгами. Почти всех, да, почти всех. Ты один остался. Ты один не искупался. Мне нравится, как у него нога просто как этот. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Маэстро ногопих. Так, что у нас? Ну все вроде, да, здесь больше, да. Идем. Да, ногопих. Что такая темень-то? Ни хера не видно. Хотя бы за стрелы спасибо. Ключ от дверей дворца. Супер. Дневник Неви. Панин ногопих, да. I wandered the city as if in a nightmare. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small mercies I could. I began to talk to them, to keep them company. I'd imagine backstories for them, give them names, and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them,
preferring the company of my tormented charges. Discovering a way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales, my mind turning to those of Apollo and Daphne, Perseus and Medusa, and Pygmalion and Galatea. Pygmalion, the sculptor who fell in love with a beautiful statue, and who, praying to Aphrodite for aid, discovered that his beloved Galatea had come to life. It was then that I heard you whisper to me, Galatea. Forgive me. I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story. Погоди, то есть вот это вот все полуживые твари, это Неви их намутила? Типа она счищала золото с них? Our meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak. Ты поискала способ оживить людей ради Галатеи. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Жуть. Говорится, на что только не пойдешь ради любви, да? Больно, статуя перекрыла твою голову. Батарейки на кухне, нижняя полка. Стойте там. Сильно ли вас много, ребята? Ну да, это в никуда. Да что ж ты... Уйди! Зверюги, а, нехорошие. А, это уже превратилось. А что дальше не пошло? Эй, допустим. Прикольно. Блин, а как это на движке Скайрима, мне интересно, было выполнено? Идет передвижение по лианам. И было ли оно вообще выполнено? Может, только здесь так решили сделать? Ты слышь? Две стрелы в руку, вот это я понимаю, блин. Снайпер. Не-не-не, стоять, стоять, суки! Кому сказал стоять? Я не против. Так, а куда мне? Понятно, я неправильно сделал, ну ладно.
Ты как будто зеваешь, говоришь. Стоять, 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 не дергаться, не дергаться. Ну-ка, 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 встали, встали. Пяу. Пяу. Блин, ну это жутко. Вот уж действительно охеренные истории у вас тут, блин, в городе. Настолько охрененные, что даже как-то и расстраиваться из-за какого-то там торговца-обманщика, который пытался нас шваркнуть, как-то даже и не хочется уже. Типа, ну шваркнул и шваркнул. Тут, блядь, людей заживо. Well. Же много. О, бегом! Ну, сука, ну пошли нахер. О, а что этот лежит? Вас же вроде трое было, и вы все живые были. А, блин, вон же горшок подсвеченный, специально для таких, как я был. Ну, пни ты горшок. Ну, в смысле, не пни, а стрельни в горшок. Они все подбегут, будут смотреть на горшок. И последний, давайте. My attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek woman who I called Iodami after the Athenian turned to stone by Medusa. Drilling through the gold that encased her, I was vindicated by the discovery that beneath half an inch of gold, which is so rigid it must be some kind of alloy, was living flesh. Unfortunately, this golden alloy seems to have fused with her skin, so removing it exposed the sinew and muscle beneath and appeared to cause her great pain. At first, I braced myself, expecting that inflicting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. They are forsaken. Undeterred, I pressed on, working late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as delicately as I could. Eventually, I was able to free most of her body, but when I released her from her restraints, her first act was to lunge for my throat, clawing at me with all her strength and those sharp metal talons. This was my thanks for trying to save her. Whatever possessed Iodami to attack, she was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated Благодарность room за то, что я попыталась спасти ее. Ты, сука, кожу снимала. I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my Ну-ка, хватит руками махать. and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to ungild you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, and ensuring your humanity. Вот жила тут себе Неви спокойненько, получала удовольствие от жизни с золотыми статуями. Тут пришел я и все нас все обосрал, как обычно. Горшок, горшок, смотрите, горшок упал. Ладно, окей. Павший горшок, да, вяло вас вообще интересует.  Горшок, горшок, смотрите, горшок упал. Ладно, окей. Павший горшок вала, да, вяло вас вообще интересует.                                                                        вала, да, вяло вас вообще интересует.
Здорово, Леш. Здорово. Точно больше ничего нет. О! Еще немножко денег. Маши руками. А то мне тяжело целиться в тебя. Ага. Вот так, собственно говоря, выглядит очищенная золотая статуя. И при этом, да, типа... Это не нарушает золотого правила. Обалдеть. Подробности этого мира, конечно, да. С каждым разом все интереснее и интереснее. Ну чё, Неви, где ты там? На ее не застрелить случайно. А вот она. Я понял, что нужно обернуться назад. Безумно это Неви. And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that. And do you think I care about that? I don't care what happens to me, as long as you get what you... Liar! I locked and barred the gate. I left a message warning you all to leave me alone. And now look at her. You made me turn the most beautiful woman I've ever seen into this. All I wanted was to spend my last moments with her, to see her beautiful face, to hear her But as soon as I began my work, she stopped whispering to me. And now I discover she's what's so What do you mean, the same voice? Yes. I remember when they used to whisper to me. But now that I think about it, they were all benevolent and seemed to share. But if these bodies are mere conduits for that one voice, then this body is nobody. And wait, you're trying to steal her away from me. Were you planning to wait until I'd done all... Liar! You tried to stick. Give me one good reason why I shouldn't pee. What? Wait. So you're saying you weren't coming for... So I did all this. I ruined her. What have I done? Oh God, I feel sick. It's the air coming in. But the only way to fix it will be to break the gold. At least that way she'd be golden again, and we'd be together. All it would take is one
It's too late. There's nothing you can do. What? Really? I'm not sure I believe you. But if you can undo this mess, I'll give you the key to my old medical chest in the Shrine of Apollo. I imagine it would help Lucretia ease the suffering of those still in the city. But if Я уже you получил. lie to me, I'll break the... You did it. You took away her pain. I swear I'll stay here to keep her company. But these poor... I fear the only one capable of relief... In any case, I must honor our... Here's the key I promised you. It opens a... Now, please leave. The door here leads out onto the palace balcony. You should be able to make your way down from there. Go. And... Ой, как будто мне это надо. Как хорошо ассасин с патчами, да, согласен. Ну что ж. Там выборы уже, да, скоро. Иду. Беру. Секретец. Хотя бы один. Опа. Treasure Hunter. А, и опять вино. Да уж, это точно. Подача весьма необычная. Но интересно, что пипец. Ну, этот Мелониуса, этого Малениуса, Мильдониса я так и не разубедил. Не поддаваться, не баллотироваться, так сказать. Ладно. Этот, так скажем, рут у нас опять заложован. Ну, по крайней мере, мы выполнили. Ух, господи. Очень и очень. Да, Apollo, keep me safe. Ты! Шопошник, где ты там? Куда скрылся этот задник? Hello? Hello, hello. А, или все уже на выбор? Нет, еще не на выборах. Где? А, подожди, тут сундук был, да? Еще чутка динариев. Так, где галера? Галера. Horatius? Looking a bit troubled there. Vote for Malleolus for a free drink at my Yo. tavern. Right, 3 weeks. Don't be too hard on yourself. From what I hear, nobody saw it coming. Anyway, I thought you Stoics weren't supposed to worry about things you can't control. Yeah, but I keep thinking, what if there is something I can do? What if she's out there somewhere suffering, waiting to be found? Переживай, найдется где-нибудь. Leave that for the gods. Try to relax, get some rest. Tomorrow's a new day. I suppose you're right. Salve again, friend. I went and did as you asked, and how is it possible? You've just...
come on. I just did as you asked. The least... You're toying with me, right? Wait, you're a bit like... Oh, what was his name? Sisyphus. Yeah, that's... Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the god, he was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Only, just as it forcing him to start over and over and over again. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in it. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But, on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. Да-да-да. Мы хотя бы не в подземном мире. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you. And you just focus on finding a way. Anytime, friend. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I... Oh, and if our conversations... Salve again? No. Alright, friend. Hope you find... Fear is proof of a degenerate mind. Здорово, дедцы. Hello there, partner. I'm glad. You see, my plan was to give you a little fright. You know, like two friends joking around at the Saturnalia, and then... But when I opened it... Partner, I swear, this is just a misunderstanding. Look, why don't... Fine. It's a credit to you that you're able to see the humour in all of it. Very well. Говна пирога. Salve. What is it, citizen? All right. Handsome. Ты же это не мне, я надеюсь. Back again. Couldn't. Not for a few weeks now. Last time I saw him, he was sitting at I remember, because they kept looking over their shoulders as if they didn't want anyone else to know. The one word I kept hearing was Van... Георгий. Георгий. Где там список? Ай. Еще подвес какая-то есть. О, список граждан. Георгий мне нужен. Это на букву Г. Торговец одежды. Торговец одежды. Ну как же. Знаем такого. Пойдем, может, он еще на месте. Иди сейчас этого... Барабашку этого найдем, или как его там звать? Гера! Greetings. I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner. Конечно. My friend. I knew this day would come. I do not wish to lie to you, my friend, but even discuss. Please, let us leave the live coals safely beneath us. Very well, but the magistrate would not look kindly upon. Да не вопрос. Several months now, I have been sneaking out at night to worship the gods of my ancestors in the temple of Demeter. Each day, I leave offerings of food in the hope that we may have a bountiful harvest. And yet the next day, when I return, the offering, it is symbolic, you see. It is never eaten. So I ask, who or what? Stranger still. Once I sat in front of my shop like the 100-eyed Argus until dawn to see if I could spot a thief going in. Nothing. Nobody entered. And yet when I went to take a look, my offering... When I told my friend Kabash of this at the tavern, he offered to help investigate. He went in, and to my dismay,
I do not think you should pursue this, my friend. It would break my heart to be... But you do not strike me as a kind of person to be deterred by... Диметры. Это тот самый, в который я там... долез, а там этот... тайный проход. Греческая. А, ну это она, да. Ну пойдем поговорим с мыслюхой. Кстати, возможно, здесь что-то есть из этого, из подобрать. Причем мне нравится, что здесь тайный проход. Он настолько явно валяется, что, ну, любой может его заметить. Только наш Григорий, Гера, короче, не в состоянии был ловить вайбы. Так. Ну, когда я в прошлый раз сюда спускался, я никакого этого Хабибаш этого не видел. Хазбаш, Хахабаш. Так, мне показалось, что... Ладно. Сейчас это не важно. Come and join me by the fire. Welcome, welcome. Я бобыр. Sincere, tell me. Ah, Kabash, I know this man. I will tell you everything I know. But first, a request. The one thing I long for about... Let us find out with this simple question. Excellent. I see you are indeed quite astute. Very few come to that realization before their time. Now, will you join me in a... Wonderful. Then let me begin. Would you say you know the difference between right and wrong? You are an overthinker too. We're the same then. It is probably why I became a philosopher. But if you struggle with right and wrong normally, then down here with the golden rule, surely your struggle can only have become more difficult. Well, that's reassuring. And the truth is, you're not alone. You see, out there in the world, being uncertain about right and wrong was acceptable, because our mistakes rarely had consequences. So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye and rationalize, and yet still find a way to think of ourselves as good people. But under the golden rule, morality matters. The slightest wrongdoing could result in a mass execution. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right and wrong. Wouldn't you agree? That is an excellent question, and it leads directly to my next line of inquiry. So let me ask you this. Is there one system of morality which is always perfectly correct, which you could follow in every situation and always do the right thing? Are you sure? Or is it possible that humans simply haven't figured out the right system yet? So is it up to each of us to decide what right and wrong mean to us individually? Or must we simply follow the laws and customs of whichever community we're in? You know, I think you'd find an ally in Herodotus, a scribe from among my people who lived some... He told the story of a man named Darius, whose curiosity was piqued when he learned that he asked some Greeks who burnt their dead, "What would it take for you to eat your dead?" Aghast, they replied. Then he asked the tribe who ate their dead, "What would it take for you to burn your dead?" Nothing, they replied. From this, Herodotus concluded that custom is king, that right and wrong are merely local ideas which do not survive the journey. I take it you're in agreement?
Then let me ask you this. If you visited a tribe where they ate each other, copulated with the dead, and would you still maintain that within such a tribe there is nothing wrong with such conduct? Disturbing. And while I do not agree with you, at least you would have the support of Herodotus. My point is this. I don't think anyone alive truly knows any hard and fast rules about right and wrong. If there is one thing I have observed about rules, it is that virtuous people do not need them, and evil people will always find a way around them. And so we must accept our limitations, and the sad truth that no human society will ever achieve the utopia for which it strives. In mathematics, we would call it an asymptote, a line that can be approached but never reached. Because the only way to create a utopia is with the ever-present threat of force, such as the Golden Rule. This and no other is the root from which a tyrant springs when he first appears as a protector. And life under tyranny is no utopia at all. I'm glad to hear that. In any case, thank you for humoring an old man. I would be happy to answer your questions. You mean, how did I end up living alone in this cave with nothing but these relics of the... I was a quarrelsome young man. At 19, I left Corinth for Rome to study rhetoric at one of her finest academies. So back then I used to enjoy verbally sparring with everyone I could, and I was good. One night I found myself in a tavern, in an argument. It became heated, he drew a gladius, and I won the argument, but lost my life. I woke up on the banks of the Styx at a campfire. Ну понятно. Of course, I tried to persuade her to let me return, but even with all my skill, I failed. Привет, Шир. I settled in, made friends, and learned what I could, quickly realizing our little community faced certain death under the Golden Rule. So I began looking for a place to hide underground. Fortunately, I found this place waiting for me. You see, I was not the first to take refuge here. I returned to my friends above, persuaded them to join me, and 12 of us descended for the last time, to live out our days hidden from Hades' tyranny. Greek. The same. The Romans call him Pluto. My generation was wiped out, turned to gold, many years ago. My friends and I were able to avoid the same fate by hiding down here. I think it's safest to assume that if I was to return, Hades would realize that his furies hadn't finished the... I fear that if you were to utter my name in the city, even by mistake, that Hades would hear you and know I am still alive. I'm afraid I am the only one left. There were 12 of us in the beginning, some from malnutrition, others from madness and despair. It has been lonely. Before my unexpected visit from Kabash some weeks ago, I'd not seen another person. Living in darkness is not without its challenges. The first challenge is diet. Fortunately, I found that eating fresh fish, and sometimes when there are people living up above, I surface at night and salvage the offerings they've left in the The greater challenge is the isolation. So I like to imagine arguments, where I argue both sides. Like so many things in life, arguments are better. As you would. I will tell you, but you may find him hostile. To prepare for your encounter, there are very few know this, but before the Romans came to this city, it was once entirely Greek. The architecture, when the Romans came, in typical fashion, they claimed it as their own, built over everything that could be built up. Thus, the shrine of Persephone became the shrine of Proserpina. And when they found an obelisk bearing the name Hades, they tore it off and replaced it with Pluto instead.
And the city's dwindling Greek residents, witnessing this compulsive Roman conquest, decided to preserve what they could of their heritage. They gathered their art and valuables, secreted them away through the Temple of Demeter. However, there was one thing that always seemed out of place to me, an even older plaque bearing an Egyptian inscription. We had no idea until years later, when the first of my... As a result of their deaths, we began to dig catacombs branching off from this cavern to lay them to rest. We extended the tunnel so far that we accidentally discovered another, an even older tunnel. Suddenly it made sense why there was an out-of-place Egyptian plaque among our people's possessions. You see, we proud Greeks had thought the Romans beasts for stealing and corrupting our heritage. But it turns out this game has been going on much longer than... I think it is best you head through the catacombs and follow. There are certain things you must... Take this key. I enjoyed our chat, but please... Больно мне надо рассказывать, что ты тут. Философа. Хороший друг философа, мертвый друг философа, видимо. Ну вот так, кстати, ни херово они нарыли. Ну, если, конечно, это они нарыли. Так, я готов уже на все. Что-то мне покажут. Да нет, это походу... Они уже и так были. Это канализация типичная. В Ведьмаке в такой канализации, как Атрикс свалил. По-моему, я не тот лук взял, да? Да. Вот этот золотой лук. А я взял обычный деревянный. Что-то тут какие-то разветвления пошли. Что за разветвления? Я понять не могу. Да, заглянем. Стрелы. Египетская ваза. Не смотрите на меня так. Египетская настольная игра. А, это Синет. Та самая. Знаю такую настолочку. Очень популярная была в Древнем Египте. Дверь запертая с другой стороны. Хорошо. Ну, я в детстве очень любил листать одну энциклопедию, посвященную Древнему Египту. Ну, то есть там немножечко про шумеров. Мне было абсолютно неинтересно про них читать, потому что я вообще хер знает, кто это такие. Ну, на этапе, конечно, чтения. Вот. А вот про египтян было очень интересно читать. И да, там рассказывалось про пивоварение в Древнем Египте. Что они одни из первых начали пиво фигачить. Вот. И про игру Синет, очень популярную в Египте. А вот это уже египетский храм. Встал. Пиу. Ага. Погоди, а как эти попали? Ну, в смысле, ожили? Это с них женщина счищала золоту. Теперь я знаю, в каком месте ты какалась.
Да, наверное, да. Вот так. Ты написала ХЗ или что это? А, это ХЗ, в смысле, почему? Совершивший грех погубит всех. Ну, понятно. Как классно сказал. Греки построили этот непонятный город на египетских развалинах. Обалдеть. Глубоко. Да, римляне привели женщин и все опошлили. Эй, тихо. Потом пришли римляне и все опошлили. Не дергайся. Не будет. Не, ну понятно тогда, откуда тут у этого Хазбаша, этого статуэтка льва. Он ее из этих катакомб и вынул. Получается, во все времена здесь был вот этот вот город наказаний. О, а вот и он. Кабаш. Я Бабыр. And let me guess, another Greek or Roman come to loot and plunder the resting place of my ancestors. Ой, больно надо. To what end? That is welcome news. I was planning to return it myself, but for here, take it and restore the honor. Есть Осириса. Ты так легко отдал. Now, as for the other plaque. Indeed, I have it right here. I stumbled across a collection of dusty curiosities while searching for a place to hide from the hungry children. You may not. In fact, I am about to destroy it. Because it speaks a treacherous, blasphemous lie. I will tell you, but first, do you know? Look around you. This place is the remains of the Duat, the underworld of my ancestors. See what has become of it. I have been down here for weeks, piecing together its story, and here is what I have learned. As Egypt declined and the Greeks had their turn to flourish, their souls came here in great numbers. But instead of adopting our ways, when they found the obelisk bearing the name Osiris, the true god of the underworld, even the ferryman of the dead, known to my people long before as Kerti, they renamed to, as if that desecration was not enough. They built over this place, using it as the... My only solace is that the Greeks then suffered the same fate when the Romans rose to power, renaming Hades to Pluto. It is inscribed with a script I do not recognize, but it is ancient, almost as if it is older than the plaque bear. It would imply the gods of Egypt are mere imitations too, copied and corrupt, and that my people did to them what the Greeks and Romans did to us. I sense a deception. Perhaps it is the work of Set, the usurper, seeking to undermine Osiris. You will never know.
you are too late. It is done. You would plunge into the depths of the Duat with no way back up. If it will help you to see reason. I am from Rakotis, which you may know as Alexandria, the name of the city the Greeks built over it. I was a fisher since the Romans had taken over from the Greeks. I took the opportunity to learn Latin. When the fires broke out last year, I tried to help. I gathered on my 7th trip. A passenger demanded I wait for his brother. But we were full to... I told him his brother would have to save himself. And he tried to bribe me by placing a coin into my... I awoke on the banks of the river to a stranger wearing a ram headdress. It did not dawn on me until much later that he was the... I do not know. What could possibly lie beneath the underworld? All I know is it... Most... Good. Wait. I urge you, return. Шумерская, я думаю, блядь, чья? Шумерская, естественно, господи. Только сегодня вспоминал шумеров. Так, а тут стало быть у нас... да, тут у нас шумерские развалины. Все друг на дружке стоят. Ё-моё. И все, кстати, полны золотых статуй. Ну и ясно. Ну и ясно, ну и понятно. Жить хотели, чё? Ну, все понятно. Наверное, да, ладно. Ты-то знаешь, что там, мало ли. Ну что ж, решение этой загадки мне видится так. Надо каким-то хреном раздолбать этот валун, из-за чего побежит дикая вода, затопит весь этот уровень, и мы просто всплывем из дырки. Как свежая какашка. Воды. Еще раз, видимо, ее не запустишь. И не очень-то и хотелось. А тут есть, может быть, динарии. Я не знаю, откуда они тут могут взяться. Стрелы бы тоже, кстати, не помешали. Но динарии здесь вряд ли возьмутся. Все-таки это римские. Амика, все тут на меня смотрят. Ну, тоже совершивший грех, погубит всех. Ну, то есть, как обычно. У вас дурацкие ловушки, я вам так скажу. Тут водичка пошла. Да. When I told you that you would not find a way back up, that was not a prediction. That was a promise. You will die here. I disagree. I warned you against coming down here. Against perpetual. You have undermined and dishonored the true God of the... Very well, I will listen. But if I sense deception, or if you further, why should I let you live after you salvage?
Then you admit it. You wish to destroy the sacred beliefs. Many of my ancestors endured great hardship to live good life. We prepared to have our hearts wet, and yet I arrive here to feed our priests, steal and embellish the stories of an older people. I am not sure I follow. Speak plainly. Perhaps there is some truth in that. What is your point? You are persuasive. Very well. I will let you live, and you may do what you will with that plaque. I will remain here for a while, and attempt to learn what I can about the foundations of my people's beliefs. Go. Повернулся. А зачем я нажимал на кнопки? Откуда? А, оттуда. Видимо, да. Ну, в итоге это действительно затопило весь мир. Ну, в смысле, подземный этот. Ты бы шел бы отседа, друже, египтянин. Стой тут, хабаш. Чертила, а, нехорошая. Обрисовал-то как все. Вот, подземный мир. Оттуда не возвращаются. Все, капец. Ну чё, можно обрадовать Георгиса. Мы это... Нашли его другана. С ним все хорошо. You carry the gift of Prometheus in your hand. Remarkable. Good to see you again, friend. Да? I enjoyed. Ну ты да, хабаш гордый, хабаш стережет воду. На поверхности уже все, наверное, выборы прошли, уже избрали этого Малеонилиса. Ну хотя если там... Это будет забавно, выйду на поверхность, а там все золотые. Я такой, прикольно. Нет, слушай. Позитивно так. Пройти не мог. Йоргалус. Конечно. Truly, my imagination runs wild. But if what you say is true, I will have to... Should I stop my offerings, though? Is there any danger? Very well. I will trust your... Now, was there something you want? And in a city full of Romans, you are asking me? Because I am Greek. Let me tell you something about Greeks and Romans. My name is Georgios, yes. But the Romans, they do not care. They hear me say Georgios, and they think, ah, he must mean Georgius. Good Roman name. They do this all the time. They see us worshipping Zeus, they copy us, but call him Jupiter. They take... I am flattered that they copy our ideas, but why must they change the names?
Do they want credit for making it all up? At first, I pull my hair out. After a while, I give up. Поэтому ты лысый. The Roman. I accept the world is Roman. Plus, I have. But my point is this: if you want to know who stole an old Greek, the plague you seek was pilfered from a collection of old Greek relics by none other than Duli. He cannot help it. Like a typical Roman, he likes shiny things, especially those that. And besides, it makes him happy. So I say, let him keep it. I believe he still has it with him, in his cell, just opposite. А, ну да, он сказал, ее не отдаст, пока я там не найду. Что-то там не... А, надо в этот, подняться в верхнюю эту цистерну. Так, для начала надо вернуть несколько скрижалей на места. Все будет хорошо. Я туда ли иду? А, ну вроде туда. Где? А, вот он, обелиск. Ну да, вот, типа осталось там римская и греческая. Египетскую и шумерскую мы воткнули. Ну, как бы неплохо получается, да? Я думаю, мы продвинемся совсем чуть-чуть. А мы прям неплохо. Сгреблонились. Непонятно, только когда выборы, что-то время все еще как будто бы не настало. Да. Сейф, делаем сейф. О. Ну что, мои дорогие друзья, на сегодня, я думаю, можно прерваться. Довольно много за сегодня разгребли. У меня прям даже сложилось ощущение, что следующий наш стрим будет уже окончательным по Forgotten City. Вот, но я, возможно, ошибаюсь. Возможно, тут еще есть где поковыряться, поразбираться. Ну, просто уже прям... Ну, опять же, с другой стороны, конкретно по сюжету мы продвинулись не то чтобы очень сильно. Окей, мы подтвердили теорию о том, что все происходит в некоем загробном мире. И получили информацию о том, что этот загробный мир зыждется на загробных мирах более ранних цивилизаций. Только и всего. Центровая эта задача у нас вполне конкретная. Найти человека, который нарушит золотое правило. Вот и все. А может быть, в конце выяснится, что и не надо искать никакого человека, нарушившего золотое правило, а просто, не знаю, свалить отсюда надо. Вот и все. Ну да ладно. Прикольно. Блин, интересно, интригово, и хрен его знает, к чему все это приведет. Я пока, конечно, не могу сказать, там, в догадках, не в догадках. Но мир действительно интересный. Проработанность хорошая. Это... Я говорю, я всегда возвращаюсь вот мыслями к тому, что это модификация. На Skyrim. Мать, это модификация. То есть просто группа там людей, а может быть даже там один всего человек. Взяли вот после работы от нихер делать. Кто-то распивает пивко, кто-то... Вот, гуляет там с девушками, а кто-то сидит и вдрачивает, короче, за компьютером, делая модификации про умирающий римский город. Вот это я понимаю. Приверженность к делу и заинтересованность. Ну, сделано круто. Сделано круто. Посмотрим, что там... Ну, так-то да, я не спорю. Не, ну это когда было? Хотя, все равно, говорю, мне... Да и, кстати, Team Fortress тоже в какой-то степени меня поражает. Как и Counter-Strike и прочие игры, которые выросли из модификаций. Один жанр моба чего стоит, да? То есть, опять же, тоже из любительской модификации вырос. Это поразительно, это круто. Я считаю, это здорово. Вот, ну а на сегодня мы заканчиваем. Огромное всем спасибо.
Да, да. Огромное всем спасибо, что посидели, посмотрели. Мы сегодня так неплохо покатались. Завтра, думаю, да, завтра у нас тоже будет стрим. И завтра, возможно, даже и закончим с Forgotten City, а там дальше еще что-нибудь. Вот. Но об этом задумываться раньше времени не будем. В общем, всем, ребят, хорошо отдохнуть, приятных снов. Завтра уже маленькая пятница, завтра четверг. Чуть-чуть осталось, я с вами. Все, давайте, ребят, пока.